Больше года идет война на Украине. Россия тратит колоссальные ресурсы, чтобы победить. Среди ресурсов войны есть и человеческие ресурсы. Сегодня ясно одно: все больше мужчин пройдет через мобилизацию, и поэтому будущим российской экономики станут жены призванных на службу. Российское государство имеет богатую историю войн. В 20 веке, в годы Второй мировой войны, советское правительство переводило экономику на военные рельсы. Женщины становились за конвейер и вносили свой вклад в победу в тылу. Современная война в Восточной Европе сильно отличается от мировой. Российское правительство не спешит отправлять миллионы женщин на военное производство. Вместо этого Путин делает ставку на зависимое домовладение. Цель российских властей – консолидировать общество и заморозить протест. Исходя из этих целей, разработан ряд социальных политик, направленных на создание широкой прослойки финансово зависимых людей от государства. Как сообщает Российская служба статистики, треть расходов домохозяйств составляют траты на домашнее питание. На втором месте среди расходов составляет оплата энергии и услуг ЖКХ. Вместе эти расходы составляют половину от ежемесячных расходов российской семьи. При этом названные расходы закономерно представляют собой наиболее проинфляционные товары и услуги в российской потребительской корзине. Социологические исследования показывают, что большинство россиян предпочитают делегировать покупки женщинам. Чем меньше по населению город, тем доля таких перераспределений обязанностей внутри семьи выше. Таким образом, женщина, занятая распоряжением финансами семьи, является наиболее активным участником российской экономики, особенно если речь идет о среднем областном центре. Таким образом, основу потребления в России составляют женщины в возрасте от 25 до 34 лет, замужние, без детей, с доходом ниже среднего по стране. Примечательно, что именно они выступают адресатами социальной политики государства. Льготная ипотека и материнский капитал направлены на предоставление молодым матерям лучших жилищных условий. Но такое положение дел существовало в России годами. Что же изменилось после 24 февраля 2022 года? В современной экономике государство не просто печатает деньги. Оно использует более продвинутый механизм. Правительство стимулирует население брать кредиты в банках, таким образом разгоняется потребление, а правительство допечатывает деньги потом. Они покрывают денежную массу, созданную кредитами, и получается разгонка экономической активности с меньшими рисками роста инфляции. Действуя таким образом, правительство с начала кризиса в марте 2022 года начало проводить политику накачки экономики кредитами. Государство стремилось привлечь в армию как можно больше мужчин, предлагая им высокие выплаты за участие в СВО. В сентябре была объявлена мобилизация, однако уже в феврале 2023 года Министерство обороны признало неэффективность этой политики и начало новый сезон призыва, задействовав пропаганду контрактной службы. И здесь раскрывается план Кремля. Дело в том, что система выплат военному контрактнику – это очень хитрый механизм. Порядок выплат предусматривает право призывника указать в качестве получателя реквизиты супруга. Особенно это популярно в среде профессиональных контрактников и мобилизованных. Им предлагают несколько форм, где знакомят их с правом заключить контракт. Затем начальник воинской части заключает с призывником контракт на основании этого уведомления плюс рапорт о желании заключить контракт. Тогда же и решается вопрос о том, кто будет получать выплаты. В результате большинство выплат на контрактников переходит их родственникам. При этом правительство проводит политику дешевых кредитов в отношении военных семей. Военный контракт позволяет правительству продлевать службу призывнику на неограниченный период. И постановка в очередь на кредит семьям военного требует до 3 лет службы от самого военного. Поэтому крайне удобным выходом становится супруг, готовый обратить государственные деньги в улучшение жилищных условий, пока другой супруг связан обязанностями контракта. Банки, в свою очередь, упрощают порядок выдачи кредитов одиноким матерям, если те предлагают выплаты с материнского капитала в качестве первоначального взноса. При этом в качестве справок о доходах можно предъявить документы от мужа. В период действия СВО государство приостановило взимание кредитов с участников СВО. Поскольку речь идет о потребительских кредитах, которые выданы для целей семейного потребления, то выгодоприобретателем от этого решения становится жена контрактника. Не только банки упрощают доступ к кредитам семьям военных, крупные застройщики также стремятся предлагать выгодные условия при покупке недвижимости. Например, вторая по величине компания-застройщик «Самолет» участвует в программе государственной субсидии на покупку жилья. Участниками проекта являются военнослужащие. Сам проект субсидии организован правительством Москвы. Одним из владельцев компании-застройщика является губернатор Московской области Воробьев. Итак, как выглядит план российского правительства? Государство создает деньги для военных. Они в виде социальных выплат, оклада мужа, его похоронах, льготных условий кредита, самого кредита попадают в руки жен военных. Наиболее удобный способ освоить выданные деньги – улучшить жилищные условия за счет ипотеки на выгодных условиях. В дальнейшем жена контрактника с ним или без него должна будет выплачивать кредит. Мораторий на выплаты в период СВО
не предусматривает списание процентов по кредитному договору. Таким образом, государство перекладывает финансирование войны на годы вперед на плечи нового главы домашнего хозяйства – женщины. Как результат, в стране возрастает прослойка домовладений, которая, с одной стороны, в экономической зависимости от правительства, а с другой, популистские обещания списать кредиты в будущем сильно остужают протестные настроения этой группы населения. Чуть ранее говорилось о росте регистрируемых браков в среде призванных на службу. Существует такое явление, как зачатие в прощальную ночь. Это пронаталистский фактор, который может быть использован в отчетности для отражения позитивной ситуации в российской демографии. В свою очередь, выплаты за новорожденного можно инвестировать в ипотеку. Может показаться, что разработанный российским правительством план отвечает интересам России. Однако это не так. С 2014 года в России действует закон о банкротстве в редакции, позволяющей разоренным семьям списывать свои долги. Это один из самых популярных законов в стране. В любом современном российском городе на главной улице обязательно расположен юридический офис, который списывает долги населению в суде. Это неотделимая часть путинской эпохи. Среди населения существует распространенный миф, что списание долгов возможно быстро и в полном объеме. Однако это не так. Лицо может быть призвано банкротом и по-прежнему обязано выплачивать кредиты. Тем более у многих взятые кредиты погашают предыдущие кредиты. Население в целом положительно оценивает закон о банкротстве. Распространено мнение, что это легкий способ обмануть систему. Однако в конце все равно придется платить. Политика России направлена на создание поколения банкротов ради быстрых денег на войну. Самое обидное, что политика дешевых денег включает в себя стимул рождать детей за деньги. А значит, через годы мы узнаем, что такое нищее детство. Спасибо за внимание. До свидания.